Всем привет! Вы на канале Голос Анха, и сегодня в видео я расскажу про переход Марса в знак Весов, который произойдет уже 6 августа. 6 августа Марс переходит в знак Весов, что астрологически считается крайне неблагоприятным периодом, длящимся до 22 сентября. Это время характеризуется ослаблением энергии Марса, что делает его уязвимым и предрасположенным к негативным проявлениям. Влияние весов на Марс проявляется в усилении склонности к неоправданному риску и авантюризму. Энергия Марса, будучи ослабленной, не дает адекватной оценки потенциальных опасностей, что обычно кажется рискованным, в этот период может восприниматься как вполне приемлемое, что чревато серьезными последствиями. Это касается всех сфер жизни, но особенно финансовых и профессиональных. Любые необдуманные решения, связанные с инвестициями, крупными покупками, сменой работы или началом новых проектов, могут привести к значительным потерям и разочарованиям. В этот период крайне важно тщательно взвешивать все «за» и «против», прежде чем принимать важные решения. Рекомендация номер 1: не спешите. Не поддавайтесь давлению со стороны, даже если это давление исходит от людей, к которым вы испытываете уважение или доверие. Если кто-то пытается подтолкнуть вас к принятию решения, не имея при этом веских аргументов или создавая искусственную спешку, это должно стать тревожным сигналом. Внимательно анализируйте информацию, поступающую от окружающих. Проверьте все источники, прежде чем что-либо предпринимать. Общение с агрессивными и конфликтными людьми следует свести к минимуму. Их негативное влияние может усилить и без того напряженную энергетику этого периода. Обращайтесь за советом к близким друзьям и родственникам, чье мнение вы цените и кому доверяете. Иногда со стороны видны вещи, которые ускользают от нашего внимания. Финансовая сфера требует особенной бдительности. В этот период возрастает риск стать жертвой мошенников и манипуляторов. Будьте крайне осторожны с предложениями, которые кажутся слишком выгодными, чтобы быть правдой. Проверяйте все документы, не подписывайте ничего под давлением. Не делайте крупных покупок без тщательного обдумывания. Даже если у вас достаточно средств, помните, что ослабленный Марс может лишить вас способности здраво оценивать свои потребности и желания. Избегайте импульсивных трат, о которых вы можете потом пожалеть. Помните, что умеренность и сдержанность финансовых вопросов – это залог вашей безопасности в этот период. Даже мелкие покупки требуют внимательного подхода, поскольку даже незначительные финансовые потери в итоге могут суммироваться в ощутимую сумму. Любовные отношения также подвержены негативному влиянию этого астрологического периода. Повышается вероятность конфликтов, недопониманий и даже измен. Ослабленный Марс может усилить ревность, подозрительность и агрессивность в отношениях. Будьте внимательны к своим эмоциям и к эмоциям партнера. Старайтесь избегать ссор и конфликтов, проявляйте терпение и понимание. Открытое и честное общение – это залог сохранения гармонии в отношениях. Если вы чувствуете, что ситуация выходит из-под контроля, обратитесь за помощью к специалисту, психологу или семейному консультанту. В целом период с 6 августа по 22 сентября требует от нас повышенной ответственности и внимательности. Это время для анализа, планирования и подготовки, а не для активных действий и рискованных предприятий. Следуя моим рекомендациям, вы сможете минимизировать негативное влияние этого астрологического периода и пройти его с наименьшими потерями. А на сегодня это все, и помните, что астрология дает не предсказания, а рекомендации, и от наших действий зависит, как мы пройдем этот этап. Будьте осторожны, внимательны к деталям и прислушивайтесь к своей интуиции.